«Мам, там собачке больно, смотри!» — крикнул Максимка, дергая маму за рукав и показывая пальцем в направлении мотоцикла. Мотоцикл с коляской, набитой мешками, доверху стоял у двора. Хозяин популярного в деревне транспорта подтягивал веревки, чтобы понадежнее скрепить конструкцию, а его супруга стояла рядышком, командуя помощниками. Чуть в стороне стоял еще один мужчина с собакой на поводке. Животное нервничало, то и дело подскакивало на лапы и пыталось отойти подальше от мотоцикла. Мужчина сильно дергал за поводок, вынуждая зверя оставаться у его ног. Именно это расстроило мальчика. Но то, что произошло дальше, шокировало даже его мать. Односельчане закончили паковать поклажу и залезли на мотоцикл. Позади водителя уместилась его жена, оставляя небольшой кусочек сиденья пустым. Туда тут же залез другой мужчина. Он все еще удерживая собаку за поводок. Мотоцикл фыркнул, рыкнул и затарахтел, вызывая приступ паники у животного. Собака дернулась в сторону, отчего человек чуть не слетел с сиденья. Он громогласно выругался на всю улицу и сильнее дернул поводок. Мотоцикл тронулся. Зверя потащило вперед. Животное едва успевало переставлять лапы, чтобы успеть за транспортом. Ребенок, наблюдая эту картину, разрыдался. Мальчику было невероятно жаль собаку. Хотя он и не понимал, что такой способ передвижения может стоить животному жизни. Мать растерянно оглянулась в поисках мужа. К счастью, тот уже стоял рядом и видел все произошедшее. Объяснять ничего не пришлось. Мужчина бросился мотоциклу наперерез. Транспорт тут же притормозил. Односельчане радостно поздоровались. А собаку куда? Поинтересовался отец мальчика. Домой охранника купил. Похвастался сосед, дергая за поводок запыхавшегося пса. Кто-то кур таскает по ночам. Посажу на цепь возле курятника. Пусть охраняет. Прежние хозяева обещали лютого охранника, но пока дергается от каждого звука. Не будет у тебя охранника, если так тащить будешь, заметил отец Максима. Ну не пешком же мне идти почти 20 километров, пожал плечами собеседник. А собака должна быть выносливой. Пусть бежит. Давай, мы тебя подвезем, а то выпадешь с мотоцикла. Тем более нам по пути. Это предложение понравилось всем. Односельчане на мотоцикле укатили вперед, а собаку с ее новым хозяином разместили на заднем сидении машины рядом с Максимом. Мальчик пришел в восторг от пушистого соседа. Слезы высохли, стоило животному приблизиться к машине. Ребенок протянул ручки, и собака тут же ткнулась в ладонь мокрым носом. Может, ее в багажник? Почесал затылок новый хозяин. «У нас там все занято», — поспешно ответила мама мальчика. «Почему вы не любите собачку?» — наивно спросил Максим. «А за что ее любить?» Удивился новый хозяин. Он, как замок на дверях, оберегает, чтоб не утащили птицу. «Так нельзя», — надулся Максим, но больше не придумал, что сказать. Поэтому принялся гладить голову, которая устроилась у него на коленках. Собака в машине сразу успокоилась. Ее не пугало мерное бормотание двигателя и тряска по ухабистой проселочной дороге. Маленькая ладошка мягко скользила по шерсти, отчего глаза сами собой закрывались. «А как ее зовут?» — спросил Максим через время. Собака безразлично пожал плечами. Хозяин обсуждал с родителями мальчика урожай огурцов в этом году и не был настроен для беседы с ребенком. «Но это не имя», — заупрямился Максим. «Назови как хочешь», — отмахнулся мужчина. «Мне все равно. Пусть будет гроза», — неумело коверкая букву «Р», предложил мальчик. Хозяин животного на это только кивнул и продолжил разговор с взрослыми. Уже в селе мужчина поблагодарил за перевозку и потянул собаку к себе во двор. Гроза печальными глазами смотрела на ребенка, и у мальчика уже выступали слезы на глазах.
Он бросился собакену на шею. Родители попросили мужчину иногда пускать мальчика во двор, чтобы он мог поиграть с животным. Сосед согласился. Семьи жили через 2 дома, поэтому Максим мог сам приходить к грозе, когда ему захочется. Взрослые посчитали, что привязанность ребенка быстро пройдет. Однако мальчик бегал к собаке несколько раз в день, тайком от родителей отдавал ей свои бутерброды с колбасой, играл, обнимал и выглаживал. У соседа детей не было, а остальная семья отнеслась достаточно холодно к новому питомцу. На мальчика особое внимание не обращали. Бегает, ну и пусть бегает. Главное, чтоб под ногами не крутился, у Максима не было друзей по соседству. Ближайшие одногодки жили через 2 улицы, и мама не разрешала самому туда ходить. Дети из соседних домов были старше, играли в свои игры и не принимали 4-летку, поэтому мальчишка часто бегал к соседям. Гроза всегда радостно виляла хвостом и облизывала маленькому другу руки. Однажды Максим вышел за ворота и увидел компанию пацанов. Ребята как раз проходили мимо забора мальчика. Они радостно смеялись, поедая лесные ягоды. «И я хочу», — громко заявил Максим, подбегая к мальчишкам. Но те подняли собранные ягоды повыше. Мы в лес за ними ходили. Отдавать не будем. Ну и ладно, надулся Макс. Сам схожу. Давай, давай, посмеялись ребята. Кто тебя в лес одного отпустит? Компания пошла дальше по улице. А Максим остался стоять в воротах. Он давил слезы от обиды. Мальчишки были правы, одного его никто не отпустит. Родители были слишком заняты по хозяйству, чтобы идти с ним, а в одиночку не разрешили. Максим побежал жаловаться грозе. Мама заметила, что сын вышел из двора, но, проследив за ним взглядом, успокоилась. Снова к собаке побежал. Мальчик плакал в шею грозы. Ему было очень обидно, что все считают его маленьким и несмышленым. Собака поскуливала и пыталась облизать лицо ребенка. Внезапно Максим резко отстранился. Его личико приобрело решительное выражение. Ребенок потрепал грозу за ухом и вышел со двора, но пошел не домой, а в сторону леса. В разгар дня на улицах практически не было людей. Все были заняты своими делами в домах или на огородах и не обращали на ребенка никакого внимания. Максим свернул на грунтовую дорогу к лесу и вскоре затерялся среди кустарников. Мальчик думал, что ягоды ждут его сразу на опушке. Но сколько бы он ни оглядывался, ничего похожего на плоды не видел. Максим посмотрел назад. За высокой травой были видны крыши домов. Ребенок решил, что ничего страшного не случится, если он прогуляется чуть глубже. Село видно, значит, дорогу назад он легко отыщет. Вскоре мальчик увидел впереди маленькие красные точки, землянику. Максим побежал к кустикам, жадно забросил в рот найденные ягодки. Вдалеке маячило что-то красное. Ребенок решил, что это огромный земляничник, поэтому направился туда. Дорогу преграждал овраг. Максим обошел его поверху и окончательно потерял ориентир. Мальчик рассеянно оглядывался, не понимая, куда исчезли ягоды и где осталось село. Ребенок пошел в первом попавшемся направлении, даже не подозревая, что уходит все глубже в лес. На пути все чаще попадались ягоды. Максим довольно улыбался. Вот бы сейчас мальчишки его увидели. Сам нашел ягоды. Вскоре парнишка устал. Он присел отдохнуть на мягкий мох и сам не заметил, как уснул. Проснулся Максим от холода. Его одежда набрала влаги от мха и теперь противно липла к телу. Вокруг сгущались сумерки. Под кронами деревьев уже практически ничего не было видно. Мальчика затрясло от холода и страха. Какую бы сторону он ни посмотрел, повсюду были деревья и ни одного намека на протоптанные тропки. Максим сжался в комочек и горько заплакал.
Тем временем в селе родители заметили, что сын долго не возвращается от грозы. Они пошли в соседский двор, но не обнаружили там сына, только собаку, которая рвалась с цепи и громко лаяла. Перепуганные мама с папой подняли на уши всю улицу, но никто не видел их Максима. Соседи вызвались помочь с поисками. Односельчане проверяли сараи и дома, заглянули в садик, школу, к друзьям Максима на дальних улицах, но никого не нашли. К вечеру все село гудело. Кто-то из мальчишек вспомнил, что Максим хотел отправиться в лес. Толпа переместилась туда, но никто не знал, в какую сторону пошел ребенок. На улице окончательно стемнело. Теперь в лесу скорее можно было что-то себе сломать, чем отыскать пацана. Люди возвращались по домам, чтобы утром с новыми силами отправиться на поиски. Рыдающую мать отпаивали успокоительным. Отец собирал соседей и фонари, чтобы продолжить поиски сына. В очередном дворе он замер, глядя на собаку. Гроза уже охрипла, но продолжала безостановочно лаять и срываться с цепи. «Отпустите собаку со мной», — попросил отец Максима. Эту удивился хозяин. Она же не ищейка. Даже сторожить нормально не может. Зря только деньги потратил на нее. Ищейка не ищейка, запах моего сына отлично знает. Может и найдет, а нет, так мне компанию составит. Грозу отстегнули от цепи и привязали к поводку. Собака сразу же потянула мужчину в сторону леса. Она уверенно шла вперед, изредка принюхиваясь к земле. Отец мальчика едва успевал за животным. Поведение собаки заинтересовало нескольких односельчан, и они решили не ждать утра, а посмотреть, что нанюхает гроза в лесу. Собака внимательно обнюхивала каждый куст, подолгу крутилась на определенных местах и потянула в обход. Гроза снова принялась громко гавкать. Люди звали мальчика по имени. Вскоре до них долетел тихий ответ. Собака так рванулась вперед, что вырвала поводок из рук мужчины. В какой-то момент поисковая группа потеряла собаку из виду, но вскоре гроза снова загавкала. Люди пошли на звук. Они удивлялись, как 4-летний ребенок мог так далеко уйти в лес. Когда мужчины добежали до Максима, мальчик сидел, вцепившись ручками в шею собаки. Гроза облизывала лицо дрожащего ребенка и делилась с ним теплом. Отец закутал перепуганного Максима в свою олимпийку и подхватил сына на руки. Остальные мужчины подсвечивали обратный путь фонарями, а собака шаг в шаг следовала за ними. В село вернулись уже глубоко за полночь. Мать тоже бросилась обнимать сына. Перепуганного, замерзшего мальчика унесли в дом. Грозу хозяин посадил обратно на цепь. Собака печально смотрела за забор. Она пробовала завыть, но в нее тут же прилетела калоша. Гроза переживала за маленького друга, но не могла проведать его. А утром во двор вошел отец Макса. Он о чем-то долго спорил с хозяином, тыкал ему деньги, размахивал руками. Наконец хозяин кивнул, отвязал грозу и передал ее соседу. Собаку привели во двор Максима. Мальчик уже ждал ее на пороге. Собака радостно подбежала к ребенку, виляя хвостом. Ребенок крепко обнял ее и счастливо засмеялся. Теперь друзья были вместе и больше никогда не ходили в лес без старших, а мохнатый друг больше никогда не сидел на цепи. Дорогие друзья, если вам понравился данный видеоролик, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. До свидания.